Привет. Давно хотел сделать диораму с миниатюрами из Warhammer, и вот она. Срезаю детали и начинаю сборку. Сначала соединяю половинки, склеиваю туловище и потом к нему приклеиваю ноги. Сзади ранец, и вот основные части готовы, все они одинаковые, а дальше сборка разветвляется. На каждую такую основу можно приклеить разные руки с разным оружием, много обмундирования и амуниции на выбор и разные головы. Миниатюра готова. И вот таким образом прошли несколько моих вечеров, собирая остальные фигуры, всего их в наборе 13, на диораме я использую 8. И еще будет очень много растительности, самый крупный из них — пальмы. Листья их сделаны из латуни, поэтому необходимо их сначала подготовить к покраске, срезаю с платы, беру грунтовку по металлу и покрываю. Она прозрачная, и за счет нее краска будет ложиться гораздо лучше. Следующий раздел в инструкции — сборка штурмовой машины. Сначала соберу корпус, срезаю и склеиваю части вместе. Стыковка деталей просто великолепная, модель собирается как лего. Пару вечеров прям с большим удовольствием провел, давно таких классных моделей не собирал. Собрал корпус и дальше на него навешиваю все остальные части. Миниатюры после склеивания устанавливаю на подставки. Эта работа по материалам очень затратная, поэтому спасибо магазину Arma Models за то, что откликнулись и согласились поддержать этот ролик. Все материалы, которые вы видите в моих роликах, сможете найти там и купить со скидкой в 15% по промокоду ArtModels. Начиная от расходников до десятков видов экзотической листвы, там есть абсолютно все. Ссылка будет в описании, спасибо. Грунтом серого цвета покрываю миниатюры. Перед этим я их обезжирил с помощью обычного мыла. Ну и, конечно же, машину. С фигурами пока все. После грунта пальмовые листья покрываю краской светло-зеленого цвета, чтобы задать им первичный тон. А дальше уже с помощью кисти в отдельности каждый листик прокрашиваю в зеленый и светло-бежево-песочные цвета, чтобы получались сухие листья. Каждый листик крашу в отдельности, их очень много, и важно, чтобы они отличались друг от друга, потому что пальма — весомый элемент в этой работе. Основание будет из пеноплекса, примерю фигуры, размечаю дорогу и дальше участки, на которых будет находиться растительность. Отмеряю. Отрезаю, отламываю. Вот такой прямоугольник получился. Наношу клей и склеиваю слои: снизу 2-сантиметровый, посередине 5 и сверху опять 2-сантиметровый кусок. Скрепляю их с помощью деревянных палочек, чтобы слои прилегали друг к другу плотно. Вот. Беру очень жесткую проволоку и перекручиваю 4 прутка между собой. Это будет каркас под ствол пальмы. Пастой для лепки этот проволочный каркас облепляю, стараясь, чтобы проволока проходила посередине, и потом руками раскатываю. Кусочек древесной коры имеет интересную фактуру, и пока паста для лепки не застыла, эту фактуру передаю на ствол, просто отпечатывая и общий тон с помощью металлической губки. А после высыхания пасты стволы крашу. А эти пальмы для макета с AliExpress понадобились мне для того, чтобы примерить, где будет все располагаться и сколько пальм мне нужно сделать. Для основы рельефа мне понадобятся жидкие обои. Заливаю их водой из банки и разминаю руками. Оставляю на некоторое время размыкать. Пока они пропитываются, делаю выступы с помощью деревянных палочек и, наоборот, вступы. Срезаю пеноплекс. Небольшие кусочки подложки под ламинат наклеиваю, чтобы создавалась вот такая лесенка, и вся поверхность немножко была наклонена на меня. Под таким небольшим углом все элементы наклонятся, будет больше площадь обзора, все будет смотреться не так плоско. В размоченные жидкие обои добавляю гипс и гипсовую шпаклевку, и все хорошенько перемешиваю. Вываливаю на поверхность и размазываю общие черты заданные, и мне необходимо сделать выступы, небольшие неровности, чтобы рельеф смотрелся более фактурно. Делаю небольшие куски скалы из древесной коры, она такая слоистая и очень хорошо подходит для этого. Вот.
Из сорняка сделаю немного кустов, отделяя ветки и скрепляю их между собой с помощью проволоки. Еще будет такой большой царь-куст. За его основу взята вот такая коряшка, на которую я наклеиваю большое количество небольших веток, чтобы он был пышным. Дальше беру 5-миллиметровый флок, наношу клей-спрей на кусты и обсыпаю. Так листиком будет за что зацепиться. Крашу в черный цвет. Листва на этих кустах будет вот такая вот ажурная, красивая. Опять наношу клей-спрей и посыпаю, но в небольшом количестве, чтобы куст не казался скомканным, а выглядел вот так вот красиво. Деформирую пальмовые листья, чтобы они выглядели реалистичнее. Потом по всей длине скругляю и по ширине, чтобы они свисали. В верхней части ствола делаю отверстия и на клей ПВА вклеиваю листья, стараясь чередовать цвет, чтобы они казались контрастнее. Таким образом они будут выглядеть более привлекательными, отдельными друг от друга. Вот такими красивыми. Крашу фигуры для начала просто в базовый цвет, подобрал не очень темный оттенок красного и наношу его в пару слоев. Дальше оранжевый цвет, распыляя его только на одну сторону фигуры, чтобы придать объема. Таким образом, крашу все миниатюры, а машину, она будет в центре диорамы, чтобы ее выделить, делаю немного светлее. Основной цвет готов, вот такой вот насыщенный он получился. В акриловую пасту добавляю камушки разных видов и тонким слоем полученную смесь наношу на поверхность. Основные углубления, все задано, нужно просто финальный слой добавить, чтобы было совсем красиво. Дорога будет ровнее основного слоя, акриловую пасту наношу без использования камней. Камни здесь будут прям на поверхности, пока паста не высохла, выкладываю аккуратно их туда. Еще на поверхности отпечатываю следы миниатюр, в основном в задней части диорамы. Дальше крашу. Куски скал будут темно-серого, холодного цвета, а каждый камушек в отдельности крашу в светлые цвета. Основная часть земли будет темного цвета, для того, чтобы на ее фоне контрастировали все остальные элементы. А дорога будет светлой. Вот. После того, как все высохло, наношу флок для имитации травы на всю поверхность. И насыпал еще немножко присыпки. А потом понял, что потратил несколько часов зря, потому что все это не подходит под экзотического вида листья. Взял дырокол для того, чтобы сделать крупную листву, и из обычной крафтовой бумаги надыроколил достаточно много вот таких листочков. Основой будет обычный лесной мох измельченный и немножко веток мелких. И еще вот такого вида растения, от него мне понадобятся только листочки. Все ингредиенты заливаю небольшим количеством акриловой пасты и насыпаю туда немного воды. И хорошенько все это перемешиваю, чтобы растения пропитались и обволоклись пастой. Полученное зелье равномерным слоем наношу на поверхность, получились ветки, листья, перемешанные между собой грязью после дождя. И добавляю туда немного мелочей, это гораздо больше по своей структуре подходит под настил джунглей. В нижней части будет вода, наношу акриловую пасту, имитирующую песок толстым слоем, пару цветов. Там тоже будут камни, но скругленные, раскидываю их по всей поверхности. Там будут фигуры, основной их цвет серебристый, некоторые части золотистым, остальные детали и немножко черной проливки. Готово. Большой слой акриловой пасты был нужен, чтобы все это зафиксировать на поверхности. Еще в наборах было много амуниции, конечно же я ее использовал, взял отдельные элементы, покрасил и тоже раскладываю их на дно. Вот так. Дальше беру прозрачный пластик, нарезал его необходимой длины по 3 периметрам воды, наношу клей и приклеиваю к краям диорамы, чтобы сделать опалубку для смолы. На внешний угол наклеил малярную ленту и все это хорошенько притягиваю.
А внутренний шов в несколько слоев промазываю акриловым гелем, чтобы эпоксидная смола не вытекла. Собственно, смола. Подкрашу ее масляными красками охра и серый цвет. Прям очень чуть-чуть. Добавляю отвердитель и хорошенько перемешиваю. И выливаю смолу на поверхность небольшими порциями, чтобы она успевала равномерно растекаться по ней. Площадь большая, и если разом все плюхнуть, будут наплывы, поэтому нужно все выливать тонкой струйкой. В процессе очень много раз корректировал цвет рельефа. Смола будет застывать 72 часа, займусь в это время другими делами. Листья. Они сделаны методом лазерной резки по бумаге. Покрою их укрепляющей и пропитывающей грунтовкой, чтобы при нанесении следующего слоя краски они не рассыпались. Сначала наношу основные цвета, разные оттенки зеленого, а потом добавляю оттенки и растушевываю их губкой. Докрашиваю фигуры после базового цвета, в черный крашу оружие и прокрашиваю мелкие детали. Дальше крашу амуницию, все ее цвета нейтральные, то есть черный, белый, серый. То же самое и на вот здесь. Дальше в зеленый цвет прокрашиваю глаза. Методом сухой кисти наношу металлик. И в некоторые места добавляю проливку и смывку черного цвета. Не особо много, потому что модель и так яркая, иначе получится слишком контрастно. Смываю опалубку. Теперь все растения можно высадить на диораму. Сначала, конечно же, идут пальмы. Каждый вид растений будет обитать в своем углу небольшими оазисами. В одну часть кусты, на противоположной стороне будут вот такие вот свисающие растения, вклеиваю их в край земли. Самыми видными будут папоротники, высаживаю их в центр и на противоположную сторону дороги, просверлив отверстие, просто вот так их втыкаю. Не забывай и про дальний угол, там тоже будет свой вид растений, высаживаю большое количество вот таких сорняков. После того, как каждый угол заполнен, на всю поверхность начинаю высаживать кусты небольшие. Много кустов. И бумажные растения, небольшие листья, веточки, тоже на всю поверхность, чтобы все эти оазисы как бы срастить и создать общность, кучность растений. На смолу наношу прозрачный акриловый гель и с помощью аэрографа раздуваю его, создавая небольшое волнение, водную рябь. Я до сих пор не понял, что сделал и как к этому всему относиться. Получилась вполне обычная диорама с нестандартными элементами. Будет интересно почитать ваше мнение, поэтому пишите комментарии, все обязательно прочту. Будьте здоровы и всем пока. Ту-ту-ду. Ну, делов натворил, что сделал, непонятно, ну ладно.